преподавать завтра, потому что не хватает времени. Итак, первый вопрос. Хорошая карма, которая называется благодетель в домашке, ведет ли вся хорошая карма в обязательном порядке к нирване и просветлению? Нет. Ответ нет. Почему? Потому что есть плохая белая карма. То есть есть хорошая карма, которую вы делаете с плохой мотивацией. Есть огромный вопрос у Чандракирти. Большой вопрос от Чандракирти. Готовы? Согласно 4 и 5 ступени DCI, как можно получить мужа или жену? Это нужно помогать пожилым людям. Посейте семена тем, что будете ходить в дом престарелых. Найдите пожилую бабушку или пожилого дедушку и помогите им. У меня такая уже бабушка 20 лет. Кешла, почему? У вас же есть партнер. Я хочу сохранить партнера. Вы не можете прекратить. Это пирамида, это MLM. Нельзя остановиться. Для того, чтобы у вас партнер был всегда, вам нужно продолжать навещать бабушку пожилую. Теперь большой вопрос от Чандракирти. Если вы навещаете бабушку пожилую, и вы ее не любите, то вы ее просто используете в качестве своего кармического объекта. У меня был в Детройте парень, он говорит, я нашел свою пожилую даму. Он говорит, не, я ту самую нашел пожилую женщину. Что ты имеешь в виду? Она бедная, больная и бедная, одинокая и больная. Я могу посеять с ней и деньги, и отношения, и здоровье. Все с одной женщиной. Он был так рад, и это правда. Но, извините, вопрос такой у Чандракирти. Если вы навещаете бабушку с холодным сердцем, вы просто хотите бойфренда, вам все равно, умрет она завтра или нет. Получите ли вы бойфренда или нет? Получите. Вы получите. Да, но он будет эгоистичный козел. Вы собираете две кармы. Вы получите бойфренда, но он будет неприятным. Это хорошая карма, но не приведет вас к нирване или просветлению, если у вас нет хорошей мотивации. Поэтому есть такое название, как нечистая белая карма, грязно-белая карма. То есть вы получите бойфренда, но у него не будет работы, он будет хотеть, чтобы вы работали. Ну, в общем, вы знаете этих плохих парней. Следующий вопрос. В книге «Три главных пути» вы должны понять кое-что важное. Есть традиция в линии передачи Цонкапы, что нельзя передавать секретные учения человеку перед того, как вы сделаете обзор Ламрима. Даже если они закончили все курсы Исяи, вы обязаны сделать обзор Ламрима перед тем, как вы начнете преподавать секретные учения. Вы не разрешается преподавать секретные учения без обзора Ламрима еще раз. В наших курсах Алмазного пути первые 3 курса — это на самом деле не Алмазный путь. Это обзор Ламрима. Это очень известный Ламрим, который называется «Путь к блаженству», который написал первый Панчин Лама. Это экстраординарный поэт и философ, невероятный. И это в последний раз, когда Геши Лотар был здесь во время этих учений, и он поделился своим опытом о жизни с учителем. По-моему, это последний раз, когда мы его видели. Это было 16 лет назад. Круто? Одно из больших секретных учений называется Маха-мудра. 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 На тибетском Чакья-чембо. Мудра означает печать, которую король помещает на свое письмо, где он пишет, что 1000 его солдат должны пойти в Афганистан и завоевать его. Это такое старое подтверждение мейла, письма.
И если вас поймают с печатью, на которую ставит король на письма, то вас убьют сразу же. Это его как бы подпись. Это его способ подписать бумагу. И вы никогда, король никогда не расстается с печатью. Мне нравится говорить, американский президент, и у него есть черная коробка, есть высший военный офицер, который всегда с ним. Он находится всегда не дальше 20 метров от президента. И в этой черной коробке есть ключ к тому, чтобы отправить ракету в любую точку мира. И есть 15 минут на решение, послать эту ракету или нет. Этот человек военный стоит всю ночь рядом с спальней президента. Я видел, когда Обама вышел из Белого дома, он такой, все, отдал эту коробку черную, черный ящик. Почему я об этом говорю? Это как мудра. Король, император обязан иметь... Никто не может прикоснуться к этому. У них всегда эта печать с собой. Это стало словом для того, чтобы описать прямое восприятие пустоты, ПВП. Особенно пустоту вашего ума. Это стало словом, которое означает прямое восприятие пустоты. И затем в тантре, в секретных учениях, это стало словом или названием для вашего духовного партнера. Мудра в секретных учениях означает ваш духовный партнер. И это самый быстрый способ практики алмазного пути. Если вы сможете найти высококвалифицированного духовного партнера, чтобы практиковать вместе, это самый быстрый способ практиковать, самый быстрый способ, это самый высший способ. Есть история в монастыре о духовном партнере Пабонке. Это очень интересно. У него была особая пещера. И есть много историй, которые о том, что ангелы выходили из его пещеры. Типа люди проходят мимо и такие, вау. У Будды был духовный партнер, которую звали Тилотама. И согласно алмазному пути, он стал просветленным только потому, что у него был духовный партнер. И они стали просветленными в одно утро вместе с партнером. Представьте, вы сидите вместе с партнером, солнце поднимается в Алмазной горе, и с первыми лучами солнца вы оба станете просветленными. Это реальная история. Это можно прочитать в Писаниях. Джон нашел эти тексты. Это очень секретные книги в Гьюме колледже. Я просил их эти книги, потому что мой учитель стал аббатом, директором. Я говорю, дай мне эти книги, я их хочу ввести в ICIP. Он говорит, нет. У нас был центр ввода данных около 100 ярдов от монастыря, недалеко. Я так и не получил эти книги, я сдался. Это 12 очень секретных книг. И однажды, это все женщины, вдруг пришла информация. Вся эта информация, все 12 книг. Я такой, вау. Я им позвонил, говорю, откуда вы их взяли, эти книги? Мы говорят, мы знаем некоторых монахов. Я такой, вау, молодцы. Они ничего плохого не сделали, они просто попросили. Хорошо. Так что вся история Тилотамы, это в этих книгах. Я это перевел, и это в 17 курсе. Из курсов Алмазного пути. У Цанкапы был партнер, не расслышала. Это женщина с красной шляпой. Это тоже красивая история, которую можно прочитать. Ему Манджушри послал партнера. Он не хотел, на самом деле, партнера, но это другая история. Но Манджушри сказал, слушай, ты слишком медленно идешь. Тебе нужен партнер. И это красивая история. И вы можете это прочитать, эту историю вот в этой большой красной букве книге. Мы даже, есть ее изображение, мы ее нарисовали. Почему мы об этом говорим? Почему мы говорим про тантру посредине
второго занятия первого курса ACI, это не, которые не тантры. Почему мы говорим про Махамудру? Отличный ответ. Вы не можете коснуться секретных учений без этих трех осознаний. У вас не получится. Что-то плохое произойдет, что-то очень плохое произойдет. У нас здесь люди умерли, есть люди, которые умерли здесь. Что-то плохое произойдет. Если вы пытаетесь практиковать секретные учения без этих трех осознаний, если ваша мотивация это не «я устал», мне нужно стать Буддой. Мне нужно увидеть пустоту напрямую. Если у вас нет вот этих трех мотиваций в вашем сердце, вы потерпите неудачу во второй серии ACI курсов. Это невероятным образом вы потерпите неудачу. Эти три осознания, они на самом деле вас защищают, когда вы попадаете в высшее учение. Если у вас этого нет, то вы не можете практиковать секретные учения. Пабонка Ринпоче и Цунгкапа, они пытаются продать вам первый великий Ламрин. И они вам говорят, если вы не изучите вот это, то вы не продвинетесь. Вам нужно вот это. Если вы хотите стать Буддой, вам нужно иметь эти три главных пути. Если вы хотите практиковать Махамудру, тантру с партнером. Кстати, почему партнер называется мудра? Потому что вы никогда не можете быть разделены. Это так же, как печать у императора. Как только вы создали такие отношения, вам нужно оставаться рядом до просветления. Это не означает, что нельзя менять партнера, если что-то происходит. Но если вы создали такое обещание, идти этим путем, вам нужен партнер, и вы не можете отказаться от него. Нельзя отказаться от этой идеи. Если вы потеряли партнера, нужно найти другого, хорошего. Но нельзя сдаваться, когда у вас есть такие отношения. Можно ссориться, можно разойтись с партнером, но вам нужно найти тогда партнера нового. Нельзя без этого никак. Это мудро. Если у вас нет трех главных путей, то что-то плохое произойдет, и вы потеряете этого партнера. Третий вопрос в домашке. Какая связь между тремя главными путями и великой печатью? Четвертый вопрос. Две главные причины того, чтобы стать Буддой. Мы называем это метод и мудрость. Метод и мудрость. Их называют два крыла. Если у вас нет двух крыльев, то вы не сможете полететь. Вот есть метод и мудрость. Метод — это тренинг бодхисаттвы. Это тренироваться как бодхисаттва в целом. Мудрость — это понимание пустоты. Если у вас нет этих двух крыльев, то вы не сможете полететь. Никогда не долетите. Метод — это кодовое слово для действий и мышлений бодхисаттвы. Мудрость — это мудрость. $100. Когда последний раз вы думали про эти вещи? Если ответ неправильный, вы мне должны $100. Блин, ты сказал правильный ответ. Дорогое. Гевади, Гевагун. Молитва, которую мы поем. Это коллекция добродетелей и мудрости. Откуда это происходит? За $0. 60 стихов. Это последний из 60 стихов. И эту молитву делают каждый день. Пятый вопрос. Какие
два основных элемента внутри. Что внутри мудрости и что внутри метода? Подсказка. Поделите 3 главных пути на эти два. Метод и мудрость. Что к чему относится? К чему относится отречение? К методу. К чему относится бодхичитса? К методу. К чему относится мудрость? К мудрости. Все, молодцы. Тим, мы по расписанию двигаемся. Есть особое учение, которое называется тела Будды. Есть особое учение, которое называется тела Будды. Кая. Дарма Кая, Нирмана Кая, Самбога Кая, Кая Кая Кая, Свабава Кая. Есть много кай. Тел Будды. И это очень-очень важное учение в буддизме. Разные тела Будды. И извините, но по дороге сюда я подумал, как я буду объяснять тела? Потому что это не тела, это не отдельные тела, это не означает это, это просто означает части. У Будды есть 2 части, или у Будды есть 3 части, или у Будды есть 4 части. Есть 3 разных пути, как можно преподавать эти каи. Можно сказать 2, 3, и можно преподавать 4. Я вам преподам 2 для начала части. И это у вас в домашке. Первое. Скажите суху. Рупакая. Что это означает? Это физическая часть Будды. Физическая часть Будды. Часть, которую можно увидеть, потрогать. Это называется рупакая. Хотите пойти глубже? Есть внутри физического тела два тела. Назовите мне. Назовите одно. Одно называется, это тело эманации, тела, которые вы посылаете на другие планеты. Это ваши копии, которые вы посылаете на другие планеты. Вы можете быть собакой и радовать пожилую даму в Лос-Анджелесе. Можете быть водителем Uber в Пекине одновременно, если это поможет людям и сделает их счастливыми. Это называется тела эманаций. У вас есть сила и возможность разделяться на многие тела и помогать многим людям одновременно. Что такое самбога кая? Это называется тело наслаждения. Это просто означает, как бы, ваше главное тело. Главное тело в вашем центральном офисе, в вашем раю Будды. Сколько знаков у этого Будды? 112. Я их преподавал здесь в течение недели. Но это было давно назад, а у нас здесь все протекают чашки, похоже. 32 основных знака и 80 второстепенных отметок на теле Будды. Вот это тело называется классическое. Классическое тело — это самбога кая. Это то, которое остается в раю. Потом они эманируют тела и выглядят как сейджи, как любой здесь. И другое тело, если вы их преподаете как 2, другое тело — дармакая. Скажите дармакая. Хотите глубже пойти? У этого тела тоже есть 2 части. Поэтому можно иногда говорить, что есть 4 части. Первая часть, легкая, это ментальное состояние Будды. Жняна Дармакая. Жняна Дармакая. Это всезнание Будды. Способность видеть все вещи одновременно. Прошлое, настоящее, будущее. Это способность, это отдельное тело. 3-е тело уже, да? Первое — нирманакая. Послать тела в виде собаки, водителя. 2-е тело — это домашнее тело, тело в раю, райское тело я называю, со всеми 112 знаками на теле. 3-е тело — это ментальное состояние Будды, может видеть все вещи во всех временах. 4-е тело самое интересное. Как называется? Это тело пустоты. Скажите свабава. Свабава.
В санскрите нет буквы В, это как бы свабава. Свабавакая. Тело пустоты. За $100. И не ворду. Кто-нибудь другой. Если ты это ответишь, тебе $1 будет. Что самое крутое по поводу свабава кая, об теле пустоты? Оно у вас есть сейчас. Это то, что у вас есть сейчас. Это ваша природа Будды. Какое слово на санскрите word? За $10. Природа Будды на санскрите. Атмака. Татагата. Гарба. Гарба означает утроба матери, и у вас уже есть эта утроба, у каждого человека это есть. У вас уже есть 4-е тело. Хотите впечатлить своих друзей на вечеринке? Я видел классный мультик. Есть такой плохой парень, который разговаривает с девушкой в короткой юбке, и у них они на вечеринке с коктейлями, и парни всегда пытаются впечатлить девушек, и они в мультике она говорит: нет, я не хочу знать твою секретную мантру. Он пытается, в общем. Почему я об этом говорю? А как это связано с коктейльной вечеринкой? Да, вы хотите впечатлить своих друзей? Если вы девушку встретили на коктейльной вечеринке, вы можете сказать: а ты знаешь, что часть тебя уже, часть просветления, у тебя уже есть 25% Будды? Она скажет: о, вау, ты меня так впечатлил, пойдем куда-нибудь вместе. Я рассказала Веронике: я реальный, я единственный, кто знает так тибетский хорошо. Она такая: о. В общем, вы уже на 25% Будда. Это означает, что у вас уже есть пустота, что означает, что вы можете стать Буддой. А жевательная игрушка может стать ручкой. Если бы у палки не было пустоты, она бы не могла стать ручкой. Сейчас вы все жевательные игрушки, но все можете стать ручкой. Почему? Потому что вы ничем не являетесь со своей собственной стороны. Если вы посеете хорошие семена, это может измениться. Это ваше благословенное 4-е тело. Почему мы об этом говорим? Это вопрос в домашке номер 7. Какие причины двух этих тел? Да, это мудрость и добродетель. Какое тело создано мудростью? Дharmakaya, тело Дharмы. Это просто означает ум и ум Будды и пустота Будды вместе называется Dharmakaya. Тело всех вещей. И что является причиной физического тела Будды? Хорошая карма, хорошие поступки. Гевади, Геваку. Вы думаете, что я заканчиваю занятие? Нет. Гевади, Геваку. Тамбакуни Тупашок. Пусть все существа достигнут просветления. Это то, о чем мы говорим здесь. Тим, похоже, мы закончим. Успеем, я думаю. Какой из 3 главных путей является причиной каждого из этих 2 тел? Какой из главных 3 главных путей является причиной физического тела? Первое и второе. То, что вы устали от этой жизни, от того, что люди умирают вокруг вас. И желание просветления — это причины физического тела в основном.
Это то, что вы говорите на дебатах, если вы хотите что-нибудь такое. Вы говорите в основном. А что является причиной для тела Будды? Прямое восприятие пустоты в основном, в целом. Я хотел бы вам кое-что рассказать классное, что со мной произошло. У меня целыми днями это происходило с Кеном Ринпоче. Мне так повезло жить с ним. Все, о чем мы говорили, было дарма. Я ему задавал вопросы постоянно, и он пытался меня избегать. Но я научился делать момо, поэтому он меня не мог избегать. Это самая вкусная тибетская еда. Я купил кастрюлю, я собираюсь приготовить для Геши Лотара на следующей неделе. Специально для него приготовить хочу. В общем, я сказал Ринпоче, какая связь между отречением и бодхичиттой? Как вы думаете, что он сказал? Бодхичитта — это просто отречение, которое направлено на всех остальных. Это очень классный ответ. Второй главный путь — это просто первый главный путь, направленный на всех остальных. Понимаете? Первый главный путь — это обо мне. Я устал. Я устал видеть, как мои друзья умирают. Я устал быть в этом мире. И когда вы начинаете чувствовать так по отношению ко всем, вы достигли второго пути. Второго главного пути. Классно? Очень классно. Хорошо. Как это называется, когда обезьяна целый день печатает на компьютере какое-нибудь слово, одно в итоге там печатает? Это мой китайский. Одно из препятствий к просветлению какое? Одно называется препятствие ментальных омрачений. Препятствие ментальных омрачений. Второе называется препятствие к всезнанию. Кто-нибудь, кроме Ворда, скажите мне, почему эти слова запутывают за $100? Кто-нибудь, кто не Ворд, скажите мне, почему эти два слова, они как бы запутывают нас немного? Good. Yeah. Think about it. Да, подумайте об этом. Think about it in Tibetan. В тибетском первое препятствие называется препятствие клеша, но это не означает препятствие к достижению клеша, это означает препятствие, которое и есть клеша. Но традиционное второе препятствие — это препятствие к всезнанию. Но это препятствие к цели. Понимаете? И это более легкий способ запомнить. Я еще раз повторю. Первый вид препятствия к нирване — это все ваши клеши. Клеши равно это препятствие. Клеши — это препятствие. Клеши — это проблема. Название второго препятствия — это препятствие к просветлению, к всезнанию. И это не одно и то же. Это означает, это то, что останавливает вас от всезнания. Это странные слова. В общем, если вы не поняли, спросите кого-нибудь. 10-й вопрос. Последний вопрос. Успел. Это значит, что, может быть, сегодня хоть немножко начну тренинг учителей. Почему Джетсон Капа смог написать 10 тысяч страниц невероятно глубоких и сложных объяснений буддизма? Он обманул. Обманывал. Он научился разговаривать с Манджушри. На английском мы говорим plagiarism. Это то, где вы пишете свою книгу и все крадете у DCI или у кого-то. Он все украл у Манджушри и выглядел очень умным. Выглядит как бы, что Цанкапа умный, но он все это получил от Манджушри. На самом деле настолько хорошо, что позже его обвинили в том, что он и есть Манджушри.
Его друзья такие, как ты это все пишешь? Он такой, у меня звонок был от Маджуши. И позже его близкие ученики говорят, он сказал, что я и есть Маджуши. Он реально очень близок был с Маджуши. Понимаете? Все, теперь вы